Ну что, всем добрым утром. Сегодня у нас 5 октября уже, 8 утра. Покидаем мы это место. 3 ночи уже простояли. Все нормально. Андрей с Таней вчера уехали, но они далеко тоже не уехали. Оказывается, Андрею стало немножко там... Он немножко приболел, и они остановились на другом конце полуострова. Остановились в каком парке? Он парк большой, длинный. А запах тут, конечно, не передать словами. Надо обязательно искупаться. И также провели эту ночь здесь еще в Греции, так что они вчера никуда не уехали. Привет, Андрей и Таня, и вас с годовщиной. Так что все у них нормально. И едут они через Болгарию, поедут домой. Вот, хотят в Болгарию заехать, купить там всяких вкусняшек, а потом поехать домой через Сербию. Хочу показать вам вот такое утреннее море, от которого у нас сегодня здесь, 5 октября. Ветра совершенно нет, волн нету, почти штиль. Волны, наверное, где-то есть, там вот рябь, видите, там уже в самом море. А здесь у нас в бухте вообще ничего нет. Песочек вот такой крупный, но он чистый. Вода вот совершенно прозрачная. Вот вчера кулички лепили с Еленом. От каракатицы, видите, панцирь. Кому интересно это место, оставлю описание под видео, так что переходите, смотрите. Странно, что в Греции очень такой короткий туристический сезон, и что с сентября Греция пустая. Мы в прошлом году здесь как раз были в конце августа и в начале сентября, и пляжи уже были полупустые, то есть уже мало было народу, уже в начале сентября уже начинали закрываться кафешки. Также и в Албании. Я тоже не понимаю. Мы в Албании были 5 сентября тогда, до 5 сентября, и 5 сентября уже почти все кафешки были закрыты. С наступлением школьного учебного года туристический сезон заканчивается. То есть вот даже я по Хорватии, мы когда в Хорватии отдыхали, если приезжаешь в Хорватию в конце августа, то вот это вот последние выходные августа народу еще много. А потом все разъезжаются. Вот, так что если вы хотите приехать отдыхать, да, и чтобы не было кучи толпы туристов, да, толпы людей не хотите видеть, после 1 сентября приезжайте, народу будет вдвое меньше, а то и втрое. Сейчас попьем кофе, искупаемся и поедем дальше в поиске новых бухт. И таких бухт на этом полуострове Сетонии очень много, и хотим все эти бухты попробовать и показать вам, вот, чтобы вы, если что, выбрали себе подходящую и приехали уже туда, куда надо. Альбик с утра оббегает все свои владения. Пошел поздоровался с местным. Обменялся блохами. Значит, варим каждое утро кофе в таком вот ковшике, потому что турку мы забыли. Турку нельзя, Но Оля его почему-то не стала брать, посчитала она ненужная. Вот, варим сразу на 2 кружки в таком большом ковшике. Вот, и добавляем местное молочко. Такое вот молочко. Добавляем его в кофе. Всем приятного аппетита. О, кошарик вышел. Он тут живет тоже. Мы его подкармливаем. Все поразъехались. Осталась только одна легковая машина и караван. Все остальные уехали. Но сейчас днем приезжает еще несколько машин. Они здесь загорают. Купаются, но на ночь все уезжают. Видимо, снимают где-то жилье и не парятся. Что ты, местный кошара? Альба, не трогай ты его. Альба вообще ревнует ко всем. Всех. Альба, не трогай. Нельзя. Это хорошая киса. Не трогай. Он здесь живет, ему и так тяжело. Мы когда сюда собирались и ехали через Словакию, там встречались тоже с людьми, многие говорили: ой, что вы едете в эту Грецию, там уже делать нечего. И мы хорошо, что никого не послушали и поехали дальше. Отдыхать в октябре в Греции можно, но я думаю, что даже еще и нужно, потому что нет такой изнуряющей жары, как это есть в конце августа, в начале сентября. Просто лафа. Солнце садится, машину закрываете,
пока там туда-сюда, пока там кинишка, пока там общение туда-сюда, люки открыты. Перед тем, как ложиться спать, часов в 10, да, люки закрывают и все, и на боковую. Засыпается моментально, не жарко, не душно, не холодно. И сразу бац, и до 7 утра. Вот спокойненько спите. В 7 утра солнышко встает, можно даже подкараулить восход, пойти пофоткать. Ну и все в этом духе. Ребята надели ласточки и давай плавать. Сегодня 5 октября, водичка теплая. Время 9 утра. Вильке самого получается в ластах плавать. Но у папы большие, так он как 2 раза махнет папа ластами. Хочу немножко показать, сколько что мы тратим в течение дня. Вот сейчас у меня включен холодильник и индукционная плита, кипятим воду. И вот идет у меня 82 ампера минусом. Вот так. Аккумуляторы у нас банки по 105 ампер. Но на самом деле я не знаю вообще, сколько там в этих банках, потому что я их не измерял. И одна банка первая совсем как-то она быстро садится и быстрее заряжается. Поэтому там эти 105 ампер это вообще под большим сомнением. Вот, значит, мы что делаем? Мы, значит, один раз за день днем готовим еду на индукционной плите. И, может, еще чай подогреваем, да, вот как в данный момент. В течение дня у нас вот до обеда заряжается полностью аккумулятор, но потом мы его опять разряжаем наполовину индукционкой. Ну, а потом к вечеру он снова заряжается. Вот снова заряжается, и уже к утру у нас, когда я просыпаюсь, примерно где-то от 60 до 80 ампер остаток в аккумуляторе. То есть от 100 ампер мы где-то 20-30 ампер за ночь тратим, да. Ну как за вечер это у нас телевизор, ноутбук, зарядки мобильных телефонов и холодильник. Вот это у нас основные как бы, ну инвертор у нас еще подключен постоянно. Это вот у нас основные как бы приборы, которые подключены у нас постоянно. Вот холодильник, инвертор, зарядки смартфонов, ноутбук и телевизор. Вот такие у нас расходы, значит. И приход у нас идет от солнца. Заряжаем только от солнца, потому что мы сейчас стоим, никуда не ездим. И сейчас покажу, сколько от солнца идет. Какой день мы уже? 3-й здесь? Это 4-й уже. Вот сейчас вот идет 236 ватт от солнца. Солнечные панели я никак не позиционирую по отношению к солнцу. Я их никак не поворачиваю, не наклоняю. То есть мне еще как бы, ну, я не вижу смысла на отдыхе заниматься вот этой вот канителью с солнечными панелями. Хотя я очень много в группе слышу такое, что люди хотят там сделать наклонные и хотят в течение дня их поворачивать. Ну, блин, флаг вам в руки. Вот, если вы еще на отдыхе хотите заниматься такой ерундой. Вот, и я никак не поворачиваю, значит, солнечные панели. Солнечную панель, одна у меня одна. Кто смотрел мои видосы, те знают, да, я поставил одну панель монокристалл на 425 ватт. Вот стоит она горизонтально на крыше, жестко прикручена. И вот днем с нее идет 235 ватт, 8,4 ампера. И вот зарядный ток 18,4 ампера уже идет вот в аккумулятор. Приехали в город Тарони. Ребенок дорвался до детской площадки. Но город совершенно как будто бы вымерший. Хоть шаром покати. Людей нет, никого нет. Магазины уже все закрыты. Ну вообще просто пипец. Хотели заехать сейчас в магазин за водой. Магазин закрыт. То есть работает, видимо, только в сезон. Что тут кушают люди, которые живут, ума не приложу вообще. Море более-менее спокойное, дует не такой небольшой ветерочек и вот такая вот дымка на небе. Сейчас тут прошвырнемся, прогуляемся и поедем
вот на тот берег, на песчаный, и вот там встанем. Вот видите, вот там, где автодома стоят. Туда встанем за городом и там будем стоять. Постоим, потом поедем дальше. Здесь, в принципе, место неплохое. Мы, когда были здесь в прошлом сентябре, народу было много, кафешки все работали. То есть с начала сентября здесь еще жизнь кипела. Вот. А теперь вот начало октября, здесь практически никого нет. Вот. Там есть у них какая-то крепость, старые развалины, туда можно походить, полазить. Вот. И стояли мы вот там в самом конце этого вот пляжа, да, где стоит вот там темный автодом. Вот там мы и стояли вот, в прошлом году. Вот такой у них здесь обалденный променад. Здесь можно гулять по вечерам отсюда и вот до туда, вот где тут автодом стоит. Это вот вдоль моря. Я не знаю, здесь, наверное, километра 2-3 точно. И вот можно здесь было гулять. Ну и сейчас можно гулять. По вечерам, я думаю, народ еще повыползет. И такой вот здесь песчаный шикарный пляж. Тоже вот от начала города и до конца города. Только песок. Песок и море. В городе Тароне есть несколько детских площадок. Вот Ильян до одной из них дорвался. Вот. Есть бесплатные парковки прямо у моря. Вот там табличка, видите, free parking. Вот такая вот огромная парковка. Ну и тут же на въезде знак, перечеркнутый автодом. То есть парковка есть. Вот видите, сидит тут, мне кадр делает. А парковка есть для легковых машин, а для автодомов нельзя. Ну что, набегался? На другую? Ну пошли на другую. Пойдем. Закрывай дверь, чтобы не заходили собачки. Сейчас покажу, как поет счастливая пальма, которая живет на море. Приехали на окраину Тарони, а здесь просто целая толпа бродячих животных. Здесь, я не знаю, штук 10 ходит вокруг этих автодомов. Видать, их подкармливают, и они здесь тусят. Какое-то без вариантов, наверное, это место. Поедем дальше. Приехали еще на одно место. Вот так встали с самого края. Вот автомобили рассредоточены примерно где-то метров от 50-100 друг от друга. Очень много людей, кто загорает без одежды. Видимо, это пляжи такие здесь для того, чтобы нудить. Вот. Все побережье изрезано такими вот бухточками, да, и между бухточками вот такие вот скалы. Вот как там и вот это. То есть за этой скалой еще одна бухточка. И так оно идет тут все побережье. Вот. И только где-то есть возможность заехать, видимо, где-то нету. И поэтому здесь дорога хорошая, и от основной трассы здесь недалеко. И поэтому сюда вот заезжают автодома большие. Им очень легко заехать. И поэтому здесь, наверное, и много. Вот сегодня постоим здесь. Никуда уже не поедем. Посмотрим, что здесь, какие бухты еще есть. Самое главное, что здесь нету такого большого количества бездомных собак, как это было вот на предыдущей стоянке, там, где я даже не вылазил. Настал вечер. Солнышко ушло за эту гору, зараза, и нифига теперь у нас не вырабатывается. У нас я сидел, монтировал видео часа 2, да, и вот специально днем, чтобы меньше тратить электроэнергии. Но солнышко ушло за гору, и теперь ничего не вырабатывается. Солнышко есть там. Ну, получается, в теньке. И смотрите, там овечки домой пошли. Здесь везде овечьи шарики валяются. Я думал, откуда же эти шарики? А вот овечки здесь, оказывается, где-то в горах пасутся днем, а вечером идут домой. Мои пошли вдоль пляжа гулять. А вот вечерком вообще ветра нету, вообще погода классная, море успокоилось. И вообще просто супер. Погода вообще не бей лежачего. Хочешь гуляй, хочешь сиди, хочешь спи, хочешь голышом загорай, что хочешь делай.
Сейчас поднимусь на эту горку, посмотрю, далеко там солнце или нет. Вот так выглядит парковка у моря, на которой мы сегодня остановились. Нашу машину не видно, она за кустами. Вот рядом с нами, который автомобиль стоит. И вот Оля и Ильян гуляют вдоль моря. Машин немного, но вот они стоят где-то через 50-100 метров. Ну и в принципе никто никому не мешает. Всем места хватает. Еще с этой стороны есть также лагуна. Вот здесь море поспокойнее, сразу говорю. Здесь как бы такой получается еще карман. И это место как бы закрывает. Вот. И вот пошли. Вот видите, там еще, там. То есть берег изрезан такими вот как бы бухточками, да. И в каждой бухте там кто-то где-то стоит. Если, конечно, есть, если есть возможность туда подъехать. Вот. И вот солнышко. Мы сегодня будем наблюдать первый закат в нашем путешествии. Спустя вот мы уже неделю здесь находимся в Греции. И вот сегодня мы будем наблюдать первый закат. И то закат, то есть солнце будет заходить не в море, а вот за предыдущий зубец. То есть туда. Вот, так что полноценных закатов, как в Албании, мы не увидим. А я сегодня думал, почему люди отсюда стронулись, собрались и уехали вот туда. Вон, видите, большая машина. Мне кажется, мы их уже видели в самом начале нашего путешествия, когда мы приехали только в Грецию, и мы видели его в самом начале. Ну или похожий. Вот смотрите, почему. Сейчас я поднимусь сюда. Потому что оттуда они будут наблюдать закат. Видите? А с того места, где они будут стоять, там будут они наблюдать закат. Вот такие хитрецы. Ну что, проснулись мы на новом месте. Вернее, я проснулся, мои еще спят. Вот пошел я, погулял с собачками. Не смотрите на мою помятую. Вот хочу показать вам еще дорогу, которая идет вдоль моря. Вот такого качества покрытия. И она идет вот ровненько вдоль берега. И вот давайте теперь сравним, да, вот эти вот места в Греции, да, вот, где нет людей, где вы стоите как хотите, никто вам не мешает, наедине с природой, да, купаетесь в чистейшем море, как бы все нормально, да, и прошлогодний наш трип, где мы в Турции стояли бочком к бочке, и там все побережье застроено отелями, домами, и практически нету нигде таких мест, чтобы можно было просто приехать, встать и где-то насладиться природой, наедине с природой. Там постоянно какой-то шум, гам, бам, бам, драм, бам. Только найдешь приличное место, вроде как никого нету, подъезжает полиция, езжайте отсюда. Народ, кто любит кактусы? Вот. Кому привезти? Да, приезжайте вот в Грецию. Счет ломить тебе, Оля. Нет? Ну а что ты Какой сможешь тебе? сломить? Я даже не знаю. Он, смотри, какой колючий. Не знаю. Попробуй то, что сможешь. Яй-яй-яй-яй. Попробуй маленького. Давай вот это. Вон он, твоя Саня. Идем обратно в автодом. Спать уже пора. Сейчас уже совсем стемнеет.